Виктория Якимова – один из самых популярных скандалов в интернете, да и вообще во всем мире за последнюю неделю. И я, как физиогномист, конечно же, в этот раз решила не оставаться в стороне. Тем более, мне есть что сказать с профессиональной точки зрения насчет создавшейся ситуации. Итак, для тех, кто, возможно, не в курсе, речь идет о том, что Виктория Якимова была назначена на должность почетного консула Украины в Доминиканской Республике. Все бы хорошо, но дело в том, что в прошлом она занималась модельным бизнесом и выкладывала в сеть достаточно оригинальные, скажем так, фото. В сети она называется New Model. И, кстати, она этого совершенно не скрывает. Вот. Поэтому поднялась огромная волна хейта. Я не понимаю вообще зачем. И смысла в этом не вижу. Но поднялась огромная волна хейта, огромная волна недовольства, огромная волна разговоров вокруг этой темы, что как так на такую должность поставили такого человека. Хочу представиться. Я Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по фейсбилдингу и практикующий физиогномист. Физиогномист – это человек, который читает лица и составляет психологические портреты личности по чертам лица. Я консультирую персонально, я консультирую пары, я провожу групповые тренинги. Да, а также я автор курса «Опасные мужчины». Это для того, чтобы женщины научились наконец-то не угадывать, что из себя мужчина представляет, а четко видеть, что вот эти относятся к категории абьюзеров и не вляпываться в отношения с ними. Насчет моего курса можно узнать в соответствующем видео, чуть ниже по линке видео, либо в шапке профиля, вот это видео ссылка, либо в шапке профиля есть платформа, где вы можете напрямую зайти и уже этот курс приобрести. Сейчас действуют скидки, поэтому поспешите. Так вот, почему меня заинтересовала персона Виктории Якименко? И почему мне есть что сказать на этот счет? Смотрите, я предлагаю оставить в стороне мнение и посмотреть на факты. Все мы знаем, что существует мнение, у каждого человека оно свое, а существует набор неоспоримых фактов. Вот физиогномика работает с фактами. Физиогномика – это метод психовизуальной диагностики, позволяющий по чертам лица определить особенности характера человека, чем мы с вами сегодня и займемся. И я серьезно предлагаю вам оставить в стороне все эмоции. Вот просто давайте мы весь эмоциональный вот этот вот шум просто уберем и посмотрим на ее лицо с точки зрения, что она из себя представляет как человек. И на своем ли месте она находится в соответствии с теми чертами характера, которые проявлены на ее лице. Готовы? Поехали. Что первое мы видим, да, на фотографиях? Это самые популярные фотографии в интернете. К сожалению, других мне достать просто не удалось. Пришлось брать из свободного доступа. Пожалуйста, посмотрите. Обратите, пожалуйста, внимание. Выражаясь моей профессиональной терминологией, ее лицо относится к типу лиц людей-сервисников. Человек-сервисник, сервисный тип, это человек, который ориентирован на зону обслуживания в своей деятельности. Это очень важный момент, очень важный. Мы сейчас вокруг него будем разворачивать весь ее психологический портрет в соответствии с каждой чертой лица. Мы рассмотрим немного, у меня выписано буквально 10 штук, но поверьте, вам для того, чтобы понять, что происходит, понять, да, особенности ее персоны, вам этого будет вполне достаточно. Поехали. Первое, что бросается в глаза, это губы. Развитые губы и большой рот. О большом рте мы уже много раз говорили. Чем больше рот, тем больше амбиций. Величина рта, пропорции рта, когда рот большой, говорят о том, что человек способен к захвату ресурсов, захватить большое количество ресурсов. Но, когда мы говорим о том, что человек может много потреблять, тут же нужно упомянуть о том, что он может много отдавать. То есть это обратная сторона большого рта, это щедрость. То есть человек отдает. А развитые губы, хорошие такие губы, не тонкие и не средние, заметьте, а достаточно, это не самые развитые губы, бывают и больше, но достаточно развитые, говорит о том, что она способна чувствовать ситуацию. Я все время буду проецировать каждую ее характеристику на ту должность, на которую ее назначили, и которую она приняла с почетом,
как сказать, с гордостью, с достоинством, на самом деле, с достоинством. Развитые губы– это способность чувствовать ситуацию. Чем занимается консул? Вот напишите в комментариях, у кого были прецеденты, когда вам нужно было обращаться в консульство, когда вы находитесь в другой стране, и вам надо по вопросу своих документов взаимодействовать с консулами. У меня было. Я живу в Испании, я украинка, у меня проблемы с документами, и я их еду решать в консульство, естественно. Либо в посольство, либо в консульство. Кто такой консул? Консул– это человек, который работает с людьми. Это важно, работает с людьми. Для того, чтобы точно вникнуть в ситуацию быстро, точно прочувствовать, что происходит, как раз служат хорошо развитые губы. Это может выглядеть как угодно, странно, смешно или непривычно, но так и есть. Чувствование ситуации здесь и сейчас. Если у вас губы не развиты, вам ситуацию почувствовать будет невозможно, либо очень тяжело. Так вот, у нее развитые губы. Она для работы с людьми подходит идеально, потому что, чувствуя, она сканирует человека. Потому что ей потом нужно будет понять, каким образом она будет решать проблему. Понимаете? И она очень человекоориентированная. Это важно. И когда я сказала, что она относится к сервисному типу людей, я подразумевала, что в сфере обслуживания, работая с людьми лично, она может проявить свои самые сильные таланты. Потому что это ее сильная сторона, которую ей не надо развивать, она ей от природы уже дана. Понимаете? А то, что она где-то какие-то фотографии, я тоже выставляю свои фотографии в бюстгальтере иногда. Нравится мне. Или без. Но зависит от ракурса. Я физиогномист, у меня экономическое образование. Что-то обо мне говорит. Да мне просто захотелось. Все. Работа в модельном бизнесе– это такая же работа и самовыражение. Просто какой-то из граней человека. Какой-то вот захотелось ей. Оставьте ее в покое. Смотрим дальше. Смотрите. Так, у нее широкие скулы. Что такое широкие скулы? Вот эти скуловые кости, найдите у себя их. Вот они кругленькие такие, скуловые кости, вот они. У меня есть даже вот такая картинка, скуловые кости. Они широкие у нее. Что это значит? Это говорит о том, что она легко и быстро может входить в контакт. Ей не нужно делать над собой какое-то титаническое усилие, чтобы подойти к человеку и спросить, ну, что надо вообще, ты что пришел сюда? Потому что, да, когда такие людей уже заранее ненавидят, знаете, такие. Вы приходите, какой-то менеджер такой говорит, ты что сюда пришел? Вот. У нее развита способность создавать социальные связи, создавать социальные контакты легко. Она не заставляет себя это делать. У нее талант уже есть в ней. Почему бы им не воспользоваться? Заходит в консульство человек с кучей проблем по документам, она легко заходит в контакт с ним для того, чтобы оказать помощь консультационную, либо какую-то другую. Это ли не плюс? Это невероятный плюс. Люди, у которых скуловые кости узкие, вот, это обычно длиннолицые. Вы посмотрите, как они взаимодействуют с людьми. Да, они спрячутся где-нибудь в уголок и будут оттуда очень долго наблюдать, чтобы понять, что происходит. Сколько из вас ненавидят людей? Сколько из вас людей не работают с людьми? Потому что у вас нет вот этой легкости, вам надо заставлять себя общаться с людьми, а ей не надо. Для консула идеально, с моей точки зрения. Так, подносовой желобок. Смотрите, у меня есть 2 учебных рисунка, которые я использовала в одном из своих видео. Подносовой желобок, тоже говорили миллион раз, место, вот расстояние между основанием носа и верхней губой. Он может быть длинный, а может быть короткий. Видите, коротенький. У нее не самый короткий, но он у нее не длинный. Это говорит о том, что у нее усилена интуиция, усилено интуитивное восприятие информации. И информация идет очень быстро, она считывает человека и сразу понимает, что в каком режиме она может с ним взаимодействовать дальше. То есть ей не надо задавать анкету из 20 вопросов каждому, кто пришел, а таких будут очередь. Вот. Для того, чтобы понять, чем она может помочь, если она вообще чем-то может помочь. И уже искать варианты. Понимаете? Высокие подносовые желобки у нас у авантюристов. Я авантюристка такая здесь сижу. Ну нет, это совсем другое. И я просто... Хорошо, к этому мы потом вернемся. Подносовой желобок поняли, да?
То есть вот эта вот связочка, сцепка носа, интуитивный орган восприятия, а он у нее хороший административный, прямой и системный. У нее системный нос, алгоритмичный нос. Вот, развитые губы. Идем дальше. Что у нас по списку? Дальше у нас идет нижняя челюсть. Так, нижняя челюсть. О чем говорят размеры и пропорции нижней челюсти? Чем больше нижняя челюсть, тем выше стрессоустойчивость человека. Тем больше его способность удерживать внешний стресс, да, сопротивляться, и утилизировать внешний стресс и оказывать давление на внешние обстоятельства. Обычно я люблю приводить вот такой пример. Тоже мои любимые высокие картинки, когда есть широкая челюсть и высокая, да, от рта до подбородка большое расстояние. Это человек, люди танки. Как вы думаете, будут ли люди-танки пользоваться успехом у тех, с кем они взаимодействуют? Все, конечно же, зависит от контекста ситуации. Люди-танки. Есть вот такие люди. Они называются люди-поезда. Ударники. Высокая нижняя челюсть, но она треугольная, ударная такая, способная бить в одну, прямо бить в одну точку. Когда я говорю о большой, мощной нижней челюсти, обычно возникает ассоциация с Арнольдом Шварценеггером. Но, собственно, сейчас мы его приводить в пример не будем. Я хочу сказать о том, что у Виктории, если вы внимательно посмотрите на фотографии, челюсть легкая, она не мощная, она небольшая. Она скорее широкая, но она низенькая, легенькая. Поэтому этот человек с такой челюстью ориентирован на обслуживание по формуле вин-вин, выиграл. То есть ее желание сделать лучше человеку, который пришел, и самой остаться при своих интересах, чтобы интересы всех людей были уравновешены и одинаково учтены, чтобы выиграли все, чтобы всем было хорошо. И это ее формула взаимодействия с людьми. Она не способна продавливать, потому что мощности в ее нижней челюсти нету. И она не будет продавливать. Ей нечем. Но у нее она и смысла в этом не видит. Для нее ей это не нужно. Ей нужно человеку помочь. Поэтому она не будет давить. Она наоборот, она будет слушать, она будет воспринимать, и она будет строить коммуникацию для того, чтобы понять, как решить ситуацию. Уловили? Для консула это хорошо. Вам приятно будет, если вы придете вообще в любую социальную, общественную, да частную организацию, порешать какие-то ваши вопросы, и вас под каток просто бросят. Люди вот с такенной челюстью, какие-нибудь менеджеры или администраторы, бросят вас вот так просто под каток и заставят вас все купить, все отдать, все отдаться самому. Как вы себя будете чувствовать? Или вы предпочтете общаться с человеком, который на вас тонко настроен, а у нее есть все возможности тонко настраиваться на людей для того, чтобы решить вопросы. Так, веселые картинки у меня закончились. Дальше. С челюстью мы разобрались. Форма бровей. Смотрите, учитывая то, что большинство женщин брови корректируют, я не могу быть уверена, но я могу предположить, что эта форма бровей, ее, скорее всего, естественная. Естественная форма бровей. Эта форма бровей обычно соответствует людям заботливым. Людям, которые хотят позаботиться о ком-то или для кого заботиться о ближних, это нормально, особенно с учетом всех вышеперечисленных характеристик. Далее, смотрите, обратите внимание, пожалуйста, на ее линию волос вот здесь. Она абсолютно ровная. Что значит ровная линия волос на голове? Причем волосы у нее хорошие, то есть она проявляет себя совершенно естественно, в соответствии со своей природой, наличие волос, густота, длина, и у нее линия волос вот здесь ровная. Это говорит о том, что эго-амбиции ее личные над ней не властны, они ею не управляют. Она скорее настроена на то, чтобы послужить другим людям. Послужить другим людям. Вот ее настрой основной. Она не преследует каких-то своих конкретных личных амбициозных целей. У нее такого нету. Ей лучше, когда она для кого-то что-то делает лучше. Понимаете? Это важно. Так. Еще один момент. Направление носогубных складок. Те фотографии, которые я смогла раздобыть, на всех фотографиях я вижу одну и ту же картину. У нее носогубные складки идут практически под угол между ними под прямым углом, на щеке мимо рта, вот на вот эти места. О чем говорит
такая форма, такое направление носогубных складок. Это говорит о том, что прежде всего, что ее мотивацией основной является делать то, что ей нравится. Понимаете? При том, что носогубные складки у нее есть, они проработаны, они не глубокие, но они есть. Говорит о том, что она длительное время занимается тем, что ей нравится. А если ей это нравится, то есть, опять-таки, мы возвращаемся к предыдущей теме, что ей не надо заставлять себя что-то делать, ей не надо наступать себе на горло, она проявляет себя в своей естественной природе, желая общаться с людьми и помогать им решать их проблемы. Понимаете, о чем я? Вторая мотивация у нее идет материальная, но она идет как следствие того, что она делает то, что ей нравится. У нее нет прямой, четко материальной ориентации. Нету. И мы не можем ей это не пришить, ничего. Кстати, для тех, кто не знал, для великих критиканов в том числе, ее работа на месте почетного консула финансово не поддерживается правительством, и она работает там как волонтер. То есть абсолютно бесплатно. А теперь представьте ситуацию, что в Доминиканской республике открывается украинское консульство, и все люди, у которых были проблемы с документами за последнее время, ринутся туда получить помощь. Как вы думаете? Они будут думать вообще о том, кто она? Они будут думать о том, что у моего ребенка нет паспорта. Мне нужно решить этот вопрос. Да? У меня просрочены документы. Мне нужно решить этот вопрос. Поэтому я считаю, что открытие этого консульства – это очень большое дело, это нужное дело. Мы в Испании здесь хорошо себя чувствуем, у нас 3 точки по оформлению документов для украинцев. Круто! А людям, которые там, что делать? Там еще Куба рядом, там... Поэтому человек на своем месте. Так, смотрите, один момент, который я тоже заметила и хотела бы, чтобы вы обратили на него внимание. У нее раздвоенный подбородок, при том, что он системный. Системный подбородок, посмотрите, пожалуйста, вот такой вот прямо, такой вот трапецией перевернутой, говорит о том, что этот человек алгоритмичный, у которого все разложено четко по полочкам, по порядку. Все проклассифицировано и все, как это объяснить, все учтено. Но у нее получается немножко раздвоенный подбородок и немного раздвоенный нос. Это говорит о том, что она может проявлять себя эффективно в 2 разных режимах, в каждом по отдельности. В творческо-эмоциональном отдельно, если она находится в созидательном процессе, и в логико-рациональном, если она находится в процессе простройки алгоритмов для решения какой-либо проблемы. То есть но ей нужно переключаться из этих 2 режимов либо туда, либо сюда. Но потенциала работать в каждом из них в каждый момент у нее очень много. Тем более обратите внимание на лоб. И если мы вернемся к величине рта, к пропорциям рта, да, у нее есть компания, которая пишет софты, программное обеспечение, приложения и так далее. Опять-таки, зачем? Облегчать людям жизнь. Понимаете? То есть ширина амбиций, она и там задействована, она и там задействована. Теперь она еще и консул. И у нее есть для этого ресурс. Вот что я хотела вам сказать. Так, у меня основные черты ее лица закончились. Я хотела бы попросить вас хорошо подумать, прежде чем делать выводы, да, прежде чем либо устраивать, да, какую-то панику, истерику, скандал на какую-то очередную тему, либо немножечко остановиться, подумать, включить мозг, проанализировать существующие факты и подумать, насколько выгодно на самом деле может быть, то есть в данном случае назначение Виктории Якименко на пост почетного консула в Доминикане – это очень выгодная вещь для всех. Вот поверьте, выиграют все. И неважно, какие фотографии 10 лет назад она выкладывала в интернет. Тем более, что она не отказывается от своего прошлого. Это был ее опыт. Вот. То есть она ни от кого-то не скрывает, она ни от кого-то не прячет. То есть это человек достаточно открытый, и мы можем даже заподозрить ее в искренности. Вот. Итак, пройдемся еще раз по чертам ее лица. Интуитивная, она интуит-сервисник.
которая направлена на решение вопросов в формате выиграл-выиграл. Вот развитые губы, большой рот, она не жмотничает, нет, это щедрый человек. Вот. Широкие скулы, способность легко устанавливать контакт социальный. У нее еще и угол скоса лба, средний скошенный, опять-таки говорит о шикарной социальной адаптации. Она попадает в ситуацию, и она быстро может сориентироваться, что происходит. Угу. Короткий подносовой желобок, усиливающий интуицию, передачу интуитивной информации. Легкая челюсть, она не давит, но она простраивает коммуникацию, ведет общение. Далее, заботливые брови, отсутствие эго-амбиций, она не подвластна, ну как, они над ней не властны. Вот, способна и готова служить людям, у нее потенциала достаточно. Носогубные складки говорят о том, что ей нравится делать то, что ей нравится, и она это делает. На нее никто не давит, ее никто не заставляет, она абсолютно свободна в этом проявлении. Вот, и она может проявлять себя как в логико-математических алгоритмах для простройки вариантов поиска решения вопросов, так и в творческо-созидательных сферах, где тоже это все немаловажно. А если это между собой сочетается, это вообще отлично. Системный подбородок говорит о том, что у нее все идет по плану и все разложено по полочкам. Правда классный портрет? Вот скажите, человек, который находится на службе, сервисник, как по мне, это один из идеальнейших вариантов. Я, честно говоря, считаю, что людям, которые будут обращаться к ней за помощью в консульстве, очень повезло, потому что она очень человекоориентирована. На этой позитивной ноте я закончу свое сегодняшнее видео. Вот. Несмотря на то, что эта история, она носила скандальный характер, как вы видите, просмотрев весь физиогномический анализ, скандального здесь вообще ничего быть не должно. Люди должны быть счастливы и благодарны, ну, с моей точки зрения. Вот. Если вам понадобится ваш физиогномический разбор лица, добро пожаловать. В Инстаграме я отвечаю на личные сообщения. Вы можете выступить спонсором моего канала, у меня там есть и ссылка на PayPal в шапке профиля. Вы можете приобрести мой курс «Опасные мужчины», но он не для мужчин, он только для женщин. Мужчины не приобретайте. Я вас в группу поддержки свою просто не возьму. Также он, кстати, рассчитан на специалистов помогающих профессий. Поэтому, пожалуйста, психологи, психотерапевты и все остальные разнообразные терапевты, обратите внимание на этот курс, вам он поможет лучше понять клиента с первых 5 минут. Вот, и добавит профессионализма и уверенности вам в таком взаимодействии. Что еще? Пожалуйста, у меня в разделе трансляции есть парные трансляции с интересными людьми, а другие разборы других лиц, известных мировых персон, вы можете посмотреть в соответствующем плейлисте, который открыт, да, для вашего пользования. Мы с вами встречаемся на моем канале понедельник, среда, пятница, запланированные видео. Все трансляции не запланированные. Следите за моими анонсами, читайте мою стену в сообществе и обращайте внимание на мои шоты. Ну, в смысле, коротенькие видео. Спасибо вам большое за ваше внимание. Обязательно напишите, понравился ли вам сегодняшний разбор лица.